Всем привет! Вы на канале The Collector, и для многих это долгожданное видео. Все дело в том, что меня не раз просили отснять полный обзор на свою коллекцию. Те, кто слушал, смотрел мой подкаст, знают, что на данный момент коллекция оценивается примерно в 20 тысяч долларов. На самом деле у меня даже немножко пересыхает во рту, когда я говорю эту цифру. Тем не менее, так получилось. Цифра, конечно, астрономическая, но я очень люблю свою коллекцию. И очень жаль, что придется попрощаться с ее большей частью. Причины я уже не раз озвучивал, да и сегодня не об этом. Давайте переходить к самому обзору, и состоять он будет из двух частей. Первая часть — это обзор фигурок на студии, ну а вторая — обзор фигурок в домашних условиях. То есть та часть, которую я храню у себя дома. Погнали! Забыл предложить вам присесть поудобнее и запастись чем-то вкусненьким. Но, думаю, вы и так уже это сделали. Как вы видите, все фигурки хранятся у меня на полках стеллажа. И за внешним слоем у меня еще фигурки есть. То есть сейчас мы будем все потихонечку смотреть. И чтобы я по 100 раз не повторялся, обзор отдельно на все эти фигурки, где я их достаю из коробки, практически на все есть на моем YouTube канале. Начнем мы, пожалуй, сверху. Здесь стоят большие коробки. Это Санта-Клаус, которого я покупал на Новый год. Это Ice Cube на Импале, его я показывал. Геральт. Опять же, обзор на всю серию Ведьмака обязательно посмотрите. Также советую обязательно к просмотру обзор на вот этот 4-пак и сравнение, собственно, с отдельными фигурками. Здесь у меня Железный Человек. Это фигурка по фильму Железный Человек 2. Халк и Брюс Бэннер из коробки Collector Corps. Лекса. Довольно-таки дорогая фигурка. Чейз-версия. Это сериал «Сотня». Также писатель и человек, который подарил нам «Игру престолов», Джордж Мартин. Здесь вы можете видеть два адвент-календаря Лего. И это у нас, это у нас Фанка Гарри Поттер адвент-календарь. Ghost Rider, он же Призрачный гонщик, моя любимая Blacklight версия. Это Дамблдор и Хогвартс, замок Хогвартс. Наверху Бэтмен в Бэтмобиле. Movie Moment. Очень крутой Movie Moment. Халк против Халкбастера. Это фигурки, которые пока не нашли своего места у меня в коллекции. Точнее, на полках. Фигурка Крамера от Попкульчи. Собственно говоря, из Mystery бокса от Попкульчи. Цунаде и Феникс. Эти фигурки мне прислали вместо других, которые я заказывал на Amazon. Видео также есть на моем канале. И начнем, пожалуй, мы по стеллажу. На этой полочке фигурки в хаотичном порядке. Это Джейсон Вурхис, Фредди Крюгер, Малдер из «Секретных материалов», Свакхаммер из Спайс Джема, Майк Лаури, «Плохие парни». Фигурка из Kill Bill. Покупал ее не потому, что она мне нравится, а потому, что была очень выгодная цена. За ними притаился Булзай из «Истории игрушек». Цири, но это, по-моему, здесь фейки стоят у меня. Да, Йеннифер, Веном, Фредди Фанка в виде статуи свободы и Дорпс Демогоргон, но Дорпс оригинал. Идем дальше, и на следующей полке, также, как бы я ни старался делать все по сериям, но тем не менее там на обзоры и так далее идут перестановки, поэтому не всегда ставлю фигурки в том порядке, в каком они стояли изначально. Здесь мы видим опять же серию по сериалу «Ведьмак». Это эксклюзивный Геральт, эксклюзивная Йеннифер, Сэмми из фильма Coming to America. Так, не помню, как он называется. В общем, тоже классный фильм, с Эдди Мерфи в главной роли, старенький. По-моему, недавно вышла вторая часть, ну как недавно, вот в течение пары последних лет. Фигурка Турели по игре Портал 2. И также у нас по игре Ведьмак Трис, Эредин, Геральт, Цири. Мне тоже нравится этот мультсериал
или мультфильм, никак не могу определиться, потому что забыл. Смотрел давным-давно, по-моему, это просто мультфильм. Бродвей, Бронкс, Бруклин, Демона. Также хочу дособирать остальных, включая эксклюзивы. И так, в обратном порядке. Игра престолов, обычные серийные фигурки. Джон Сноу, Теон Грейджой, Вихт, ну, мертвец, собственно, кто смотрел, тот знает. Серый червь. Так, есть небольшой зазор, буду таким образом убирать. Оп, чуть не упало. Король ночи, Сир Брон Черноводный. Это уже оригинал Йеннифер, сын Гарпии. То есть, ну, Йеннифер, сами понимаете, это из игры Ведьмак, а сын Гарпии это продолжается Игра престолов. Дальше у нас идет Цири, Геральт. По низу Игра престолов это Тирион Ланнистер, Давос Сивард. Лютик. Новая уже серия по Ведьмаку, по сериалу, по первому сезону. Яра Грейджой. Игра престолов. Лютик эксклюзив. Или тот эксклюзив, или этот. Ну, в общем. Йеннифер. Йеннифер обычная сирийка. Эксклюзив вот здесь. Так, таким образом это все пододвигается. Потом буду расставлять как-то получше. Ну или не буду. И, наконец-то, у меня есть возможность присесть. Продолжается Игра престолов, продолжается Ведьмак. И подключается еще Властелин колец. Здесь я по максимуму старался выставить фигурки с стикерами. Ну, эксклюзивы, в общем. Погнали. Геральт обычная серийка, Геральт Чейз-версия. То есть точно такая же, только Чейз-версия. Рамси Болтон, Лорд Варис, Немерия, Лиана Мармонт, Элронд. Это уже Властелин колец, как вы поняли. Гришанг, Гришнак. Ну, в общем, как-то так этот орк назывался. Дунхароу Кинг, Галадриэль, Голум, Кинг Арагорн. Король Арагорн. Кстати, некоторые названия буду называть по-английски, ну, то есть читать прям с коробок это будет намного быстрее, потому что обзор может затянуться. Коллекция, сами понимаете, не маленькая. И чтобы я не вспоминал попутно, потом мне не пришлось сильно нарезать видео, буду читать названия персонажей так, как они есть на коробке. И сзади у нас также Властелин колец. Леголас, Гимли, Фродо и Саурон. Боромир, Сэмвайс Гэмджи. Эксклюзив, кстати. Ну, не эксклюзив, она светится в темноте, но очень плохо светится. Там маленькая часть всего лишь. Саруман, Галадриэль, Арагорн, Мэри Брендибик. И мне, получается, не хватает всего одного хоббита. Ну, из «Властелина колец». Так, старенькие фигурки по Игре престолов. Это Нед Старк, Оберин Мартелл, Рейгаль, дракон, Игрит, пес, один из братьев Клиганов, и Дроган, один из драконов. Получается, не хватает мне только Визериона в коллекцию. Надеюсь, в скором времени приобрету. Переходим еще ниже. Здесь у нас Цири. Обычная серийная. По Ведьмаку, конечно же. Так, за ней спряталась Сода черепашек. Леонардо. Донателло. Майки. И Шреддер. Не хватает только Рафаэля. Ну, много чего не хватает на самом деле. Вот. Поэтому, несмотря на то, что я в начале видео сказал о продаже большинства из этих фигурок, все-таки буду еще докупать, чтобы закрывать серии локально. Здесь мы видим всю арт-серию по черепашкам. Это Сплинтер, Рафаэль, Леонардо, Донателло и Микеланджело. Это все эксклюзивы для Таргета, несмотря на Special Edition
стикеры. Там мы видим обычная серия также по черепахам. Микеланджело, Донателло, Рафаэль. Конечно же, Леонардо из этой же серии. Здесь у нас идут 8-битные Леонардо и Рафаэль. И Донателло. Старенький Донателло. Старенький в том плане, что эта фигурка выходила, по-моему, если не ошибаюсь, в году в 13-м. Или что-то около того. Ну, в общем, старенькая. Здесь внизу также есть у нас фигурка по черепашкам, ну и по фильмам. Давайте смотреть. Это космический Джем, новое поколение, Леброн Джеймс, Порки Пиг, Таз. Крутая фигурка, не раз уже это говорил. Она флакированная. Леброн Джеймс эксклюзив для Amazon. Здесь у нас 3 фигурки. Это full set по «Сиянию». Фильм Стивена Кинга. Дэнни Торренс, Венди Торренс и Джек Торренс, соответственно. Очень хочу эксклюзивную фигурку Джека Торренса, где он такой синий, замерзший. По Мэд Максу также есть фигурки. Тоже мне очень нравится этот фильм. Это «Несмертный Джо», Чейз-версия. Вот так поближе покажу. Очень страшная фигурка, на мой взгляд. Блудбэк. Это кровяной мешок, или как-то так его в фильме называли. Ну, это сам Макс. Просто из него качали кровь, типа, у него хорошая кровь. В общем, неважно, не буду зацикливаться на всех фильмах, потому что, опять же, затянется. В общем, Макс эксклюзивный, Фуриоса эксклюзивная, Билли, фигурка по Пиле, по фильму «Пила». Причем это, по-моему, единственная фигурка и в серии, и вообще, которая выходила по Пиле. Так, смотрим, что спряталось за ними. За ними у нас Фуриоса, обычная серийка, Несмертный Джо, Макс, опять же обычная серийка, и Валькирия. Это все у нас идет Mad Max. Commodore Warriors. У меня есть обычный и эксклюзивный. Нюкс. Mad Max'овский. Так, аккуратненько достать. Вот, Commodore обычный. То есть вот тот без маски, это эксклюзив, это обычный. И еще одна Капа Блэ. Не знаю, в общем, какая-то девушка, персонаж тоже из Мэд Макса. Одна из жен Несмертного Джо. И дальше у нас идет космический Джем. Это марсианин Марвин. Леброн Джеймс очередной. Я хейтил, не могу просто без предысторий. Я хейтил, что очень много Леброна наклепали по этому фильму. Ну, собственно, он ключевая фигура. Тем не менее, я считаю, что перебор. Сильвестр Твитти, Wet Fire, это у нас типа мокрый огонь или как-то так. Лола Банни, Бакс Банни. Здесь кто у нас? Ага, White Mamba и Даффи Дак. Тоже практически вся серия собрана по космическому Джему. Зачем мне это? Не спрашивайте. Я вам все равно точно не отвечу. Низ я никогда не показывал. Внизу у меня здесь... Ага, какая-то игрушка, я ее распаковывал. Коробочка Collector Corps старенькая. Раз уж показываю, давайте открою. Там на заднем фоне вы видите лампы. Ага, это у нас что-то... Даже не помню, чему она посвящена. Нашивка, значок. А по фигуркам... здесь Халкбастер. Здесь старый Халкбастер. Очень крутой, кстати. Я почему-то про него забыл. Коллекция очень большая, поэтому, так получается, что про некоторые фигурки я и вовсе забываю, что они есть у меня в коллекции. Так, ставим на место. По крайней мере, постараюсь сделать так, чтобы стояло. Пакетик одного известного магазина игрушек, не буду его называть. Не хотят они со мной сотрудничать. Железный Бэтмен, эксклюзив для магазина Фанка. Так, Collector Corps. Это посвящена она, получается, 80-летию Marvel.
Здесь великолепнейший Локи и не менее великолепнейший Танос. Крутые фигурки, я очень обожаю все, вообще абсолютно все свои фигурки. Может, за редким исключением. Так, переходим к такому узкому отделению. Здесь процесс пойдет в 2 раза быстрее, чем на предыдущей полке. Тем не менее, тоже есть на что посмотреть. Это вся серия по Рокки Бальбоа, включая эксклюзивы. Потому что вся серия выглядит следующим образом. Здесь только Рокки и Аполло. Ну и 2 эксклюзивных Рокки. Ее я также показывал в отдельном ролике. И сейчас постараюсь куда-то распределить, чтобы нам открылись фигурки по Вилли Вонке. Это старый Вилли Вонка, старый фильм. Возможно, вы помните мем. Он типа называется «Ну давай, расскажи мне». Я сделаю вставку. Вот. И 2 фигурки. Хотелось бы подсобрать еще из этой коллекции, ну, как минимум, Умпа-Лумпу. В общем, очень много всего хочется, но надо держать себя в руках. Трепещите, фанаты DC, ведь эта полка посвящена именно вам. Ну, то есть не эта полка, а в принципе все отделение. За исключением брелка Дейнерис. Здесь у нас затесался паучок. Он был накрыт прозрачным колпаком, но я его разбивал для видосов TikTok. И брелок Железного Человека по Infinity War, по Войне Бесконечности. Что ж, здесь мы видим Рик Флаг у нас притаился из Отряда Самоубийц. Джокер чейзовский из очень старого Бэтмена. Играет этого Джокера Джек Николсон. Флэш. Эту фигурку по сериалу Флэш, опять же, по одноименному мне подарил подписчик. Бумеранг. Отряд Самоубийц. Второй Отряд Самоубийц. И это Король Акул. Очень мне понравилась эта фигурка и только эта фигурка. Робин. Фигурка посвящена китайскому рынку, по-моему. Ну, то есть выходила на китайский рынок. За ними прячется Брайан О'Коннор и Доминик Торетто. Конечно же, это Форсаж. Так, кто же прячется здесь? Здесь Санта и Lion Cat из комиксов Сага. Не знаю, не читал комиксы, мне просто понравился этот кот. Так, Бадди Эльф и Матео, диснеевский персонаж. А Бадди Эльфа я брал, по-моему, тоже под Новый год. Так, расставляю обратно. Чудо-женщина, Стив Тревор и эти фигурки по одноименному фильму «Чудо-женщина». Неплохой фильм, классный дебют Галь Гадот. Точнее, она была, по-моему, в предыдущих фильмах светилась. Тем не менее, индивидуальный фильм. Круто. Супермен по фильму «Человек из стали». Довольно-таки редкая и дорогая фигурка. Мера, эксклюзив. Это у нас Лига Справедливости. Аквамен Лига Справедливости и Аквамен из собственного фильма «Аквамен». Так, смотрим, что же притаилось за ними. Здесь у нас Дорпсы. Это Фредди Крюгер. Хоррор-серия. Дэрил Диксон. Ходячие мертвецы. Дракс Разрушитель. Это по Стражам Галактики. И The Collector. Он же коллекционер. Он же Тальнилиир Тиван. По Доктору Стрэнджу Зиалот. И Кул Обсидиан по Войне Бесконечности. Идем ниже. Здесь у нас Сода с Джокером и Сода с Джокером. Все дело в том, что это у нас по Темному рыцарю Хит Леджер. А это Джек Николсон по Бэтмену, по-старому. Я опять же его уже упоминал сегодня. Чуть выше на одну полку. Загадочник по фильму «Бэтмен навсегда». И опять же по тому же фильму у нас Двуликий. Да, здесь в серии больше никого нету. Сзади мы видим Мишон. По ходячим мертвецам Дорпс фигурка. Как бы так, вот так лучше видно. И посередине Кларк Кент, конечно же, это серия супергероя DC. Эксклюзив для Hot Topic, тоже довольно-таки редкая фигурка. Это у нас Степной Волк по
Лиги Справедливости. И по хоррору Джейсон Вурхис. Точнее, хоррор-серия. Ставим обратно наши соды. Спускаемся ниже. Я поменяю руку, потому что изрядно затекла держать камеру. Камерка тяжелая. Мистер Фриз по фильму «Бэтмен и Робин». И где же... Кто-то еще у меня был из этой же серии. Опять же Джокер. Такой же, как я уже показывал, чейзовский. Тот же Джокер, только не чейз-версия. Женщина-кошка. Бэтмен возвращается. И Пингвин. Также Бэтмен возвращается. Простая серийная фигурка Бэтмена. Причем, по-моему... Так, сейчас я его достану. С обратной стороны нету серии. Просто Бэтмен 80 лет. Но где-то он идет в какой-то коллекции. В общем, этот Бэтмен, он по фильму, по-моему, «Бэтмен возвращается». То есть точно такой же костюм. А у мистера Фриза, ага, плющ. Плюща у меня нету. Ну, то есть ее у меня нету в коллекции. Еще хотелось бы, я буду это повторять, уж извините, хотелось бы Фриза эксклюзивного. Там мы видим что если фигурки. Это Доктор Стрэндж, эксклюзив для Amazon. Эксклюзив для Amazon Железный Человек-зомби. Здесь Локи с Тессерактом. Неожиданно я забыл, куда я его положил, и вот я его нашел. Так, Дорпс. Ну, это просто зомби по ходячим мертвецам. Очень крутая фигурка. И кто у нас за пингвином и женщиной-кошкой спрятался? Ага. Кэп-зомби по сериалу «Что если?» и под ним ЖЧ-зомби. Только уже обычная версия. Не эксклюзив для Amazon. Так, и в самом низу у нас идет дабл-пак Морган и Тони Старк. И коробка Smuggler's Bounty по Звездным войнам. Также, конечно же, обзор есть на канале. Тем не менее, покажу. Хоть это и накладно. Вот. Дарт Вейдер и Гранд Мофф Таркин. Очень крутые фигурки. Странно, снимал вроде недолго, но села батарея. Поменял на более подзаряженную и погнали дальше. Сейчас будет целых 2 полки по Marvel. Это у нас Мистерио по Человеку-пауку вдали от дома. И, пожалуй, единственная фигурка, которая мне понравилась из этой серии. Ну, еще Гидромена можно прикупить будет. И все, пожалуй. Накия по Черной Пантере и Крутой Вонг. Редко где его видел. Вообще, можно сказать, не видел ни у кого в коллекции. Из Эндгейма. То есть из финала. Лимитированная версия. Сзади у нас идут Гамбит и Черный Феникс. Это просто X-Men. То есть комиксные персонажи. Также есть Гамбит эксклюзив, который светится в темноте. Здесь такой небольшой отсек с фигурками по Мстителям Финал. Эксклюзивный Танос. Очень недооцененная фигурка. Буду повторять каждый раз, когда буду показывать эту фигурку. Здесь у него отсоединяется рука. Ну и те, кто смотрел фильм, помнят, к чему это вообще. Стэн Ли. Эксклюзив для магазина Фанка. И очень классная фигурка. Железный Человек. Фигурка номер 580 для PX Reviews. Бротор. Такой вот он толстенький с кусочком пиццы. Танос. Опять же, он практически один в один, как этот, но здесь он стоит на одном колене, и у него отсоединяется рука. А здесь просто он стоит, как бы ручки по швам. Корк с джойстиком в наушниках. Это у нас маленький брелок Грута. Dancing Groot по Стражам Галактики. И посмотрим, кто же притаился за ними. Ага, здесь у нас серия по сериалу Локи. Сильвия, собственно, президент Локи. Локи Кид.
ну или Kid Loki, как написано, в любом случае это будет правильно. Эксклюзив для магазина Funko. Аллигатор Локи, Крокки, тоже как кому удобнее. Обычная серийка Локи и классический Локи. Очень похож на фигурку, которую я показывал в коробке, посвященной 80-летию Marvel. Так, немножко в другом порядке поставил, но ладно, пусть будет так, освежу. Здесь мы видим брелок Капитана Америки, также по Мстителям финал. И продолжаем смотреть очередную секцию под Мстители финал. Очень классная фигурка Железного Человека. Она, по-моему, в топ-10 или топ-15 самых дорогих фигурок в коллекции. Могу я ошибаться, но такая вот, он вставляет камень в перчатку. Классная. Ронин, эксклюзив для Walmart. Железный Патриот, эксклюзив для Funko. Халк, можно даже сказать, наверное, профессор Халк. Ну, в общем, Стако. Обычная серийка, хотя выглядит круто. Капитан Америка. Он здесь с Мьёльниром. Вот так его только видно. Танос. Конечно же, Танос в доспехах. И кто же прячется? Кто же там у нас прячется? Blacklight. Серия Blacklight. Халк. Эксклюзив для магазина Funko. Роуг. Это уже Люди Икс и эксклюзив для Target. Магнето, Дэдпул и Гамбит. Ух ты, я даже не знал, что у меня здесь есть место. Определю тогда туда Локи. Потому что он у меня отдельно внизу стоял, скучал. Определю его сюда в компанию. Локи по «Что если?» По сериалу «Что если?». Все. Теперь укомплектовано. Спускаемся еще ниже. Здесь у меня фигурки по Капитану Марвел. Я как бы не фанат этого фильма. Тем не менее, так вот получилось, что у меня есть эти фигурки. Гуся и сама Капитан Марвел. Все эксклюзивы. Локи по Тор Рагнарёк. Брелочек. И Халкбастер. По Войне Бесконечности. Капитан Марвел светится в темноте, эксклюзив для Walmart, бла-бла-бла. Мантис, Стражи Галактики 2. Грут, все те же Стражи. И там у нас Верс, Капитан Марвел. По фильму Капитан Марвел. Гуся Чейз. Гуся обычный, но Тессеракт, которого он пытается сожрать, светится в темноте. И про Капитан Марвел я уже говорил. Так, выставляю обратно. И внизу у нас идет Ванда Вижн. Вижн по 70-м. У меня есть дубль. Я его еще покажу. Не знаю, здесь он или дома у меня. Но, тем не менее, я, как и говорил, обзор будет состоять из 2 частей. Так что вы еще увидите этого Вижна. Белый Вижн. Также есть обычная серия... о чем я говорю? Вот она. Обычная серийка Вижна такая же. Агата Харкнесс. А нет, здесь Ванда. Я ее перепутал, подумал, что она тоже сериальная. Но это фигурка по финалу. Да. И внизу Моника Рамбо. За ними у нас игровая версия Железного Человека. Dancing Groot. Танцующий Грут. Так, попробую как-то подсветить. Вот. Так лучше видно. Танцующий Грут. Стэн Ли. Эксклюзивный из Железного Человека первой части. Так, немножко перемешаю, но ничего страшного. Тони Старк по Человеку-пауку Путь домой, Homecoming, Возвращение домой. Не помню, как это переводится, тем не менее, вот такой Железный Человек. И у него на футболке гуся. Железный Человек, с которого началась вся моя коллекция. Это... По Войне Бесконечности он у нас. Так, вот так видно. И Танос. Кстати, повторка той недооцененной фигурки. Повторок у меня очень много. Я уже рассказывал, с чем это связано. То есть, некоторые фигурки покупались с расчетом на то, что их потом можно будет перепродать, потому что цена на них возрастет.
Ну, либо просто дубль в коллекцию, если вдруг что-то случится с одной из фигурок. В общем, покупка дублей имеет разную предысторию, тем не менее, они у меня есть. Ну и так получается, что я не перепродаю. Жалко и так далее. Мне проще разыграть, что я, кстати, и буду делать. Так что подписывайтесь и обязательно следите за каналом, потому что буду разыгрывать очень много фигурок. В том числе планирую разыграть вот такого Вижена. Ну, надеюсь, что я до него дойду. Надеюсь, что канал дорастет до таких жирных призов. Что ж, идем дальше. Опять полочка Marvel. Это у нас Локи золотой, посвященный десятилетию Marvel Studios. Веномизированный Магнето. Тоже довольно-таки сильно вырос в цене по сравнению с тем, за сколько я его покупал. Спайдермен из коробки Collector Corps. Коробки самой у меня нету. Это, по-моему, единственная фигурка с таким стикером без коробки самой. Есть еще, по-моему, по Звездным войнам. В общем, не буду забегать вперед, посмотрим. Железный человек. Таких фигурок у меня, по-моему, 4 штуки. Просто она мне очень нравится. И вот я накупил. Захотел, накупил. Хорошая цена была на нее. Здесь у нас идет коробочка с футболкой и фигуркой Человека-паука. Скульпт там вот точно такой же, только раскрашена на Black Light. Ну, в Black Light стиле, то есть светится в ультрафиолете, соответственно. Следующая полка. Это фигурки по Тору Рагнарёк. Халк. Локи, которого очень трудно достать. Локи, в принципе, старых трудно достать. Не понимаю, с чем это связано. Возможно, конечно, с сериалом, но как бы цена на них не сильно упала после того, как сериал закончился. Фигурка для коробочки Collector Corps. Кстати, оговорился, сказал, что это у меня единственная. Вот еще одна, да, с таким стикером. Обычный Локи, тоже из Тора Рагнарёк, тем не менее... В протекторе у меня все дела, потому что, ну, тоже дорогой. А вот Корг, несмотря на стикер, идет уже дешевле, и он без протектора. Хотелось бы все фигурки запихнуть в протекторы, но, блин, это не так дешево, как казалось бы. Танос из арт-серии. Это единственная фигурка по саге бесконечности из арт-серии. Он больше всех мне понравился, остальные Мстители как-то не очень. И, конечно же, Old Man Steve, старый Кэп, эксклюзив для Amazon. Смотрим обратную сторону. Это у нас Железный Человек. Тут Black Light притаился. Повторюсь еще раз, Железный Человек, Росомаха с футболкой. Здесь, видите, у арт-серии такие протектора уже конкретные, поэтому занимают очень много места. Стрэндж. Вот, собственно, сам Росомаха. Он идет в комплекте с футболкой. Так, и поставим на низ этого Таноса. Кэп, Капитан Америка и Тор. Собственно, у меня есть эти фигурки также в одном паке. И, конечно же, есть видео их сравнения. Так, Кэп у нас кочует. Поставлю его к себе же. Здесь полочка с сериалом. Сериал «Сокол» и «Зимний солдат». Барон Зема, «Зимний солдат», Джон Уолкер, ну это типа китайская версия Кэпа. Шучу. Надеюсь, ничьи чувства не обидел. Фалькон, он же Сокол. Уэйд Уилсон. Это уже вот серия Marvel, эксклюзивы. Они прям вот в серии вот так вдвоем идут. И мне двоих их захотелось приобрести. Крутые фигурки. Уэйд Уилсон, он же Оружие 11. Ну, он же Дэдпул и так далее. И Найткравлер. Прыгун или как-то так. За ними у нас спрятались фигурки по Войне Бесконечности. Проксима Миднайт, Халк, точнее Брюс Бэннер, который пытается превратиться в Халка. Черная вдова. Золотой Железный Человек. Все та же серия посвящена десятилетию студии. Эбони Мо и Тор. Сразу закрываю, фигурки не то чтобы эксклюзивные. Петра Максимов из WandaVision, эксклюзив для магазина Фанка. Cool Obsidian. Очень горжусь этой фигуркой, потому что тоже ее ни у кого не видел.
Ну, вот так вот в коллекции где-то не мелькала она. Эксклюзив. Эксклюзив, большая классная фигурка. Капитан Америка. И с обратной стороны у нас Доктор Кто. Неожиданно. Первый Доктор эксклюзив для Loot Crate коробок. Я так понимаю. Доктор Стрэндж. По новому Человеку-пауку нет пути домой. И... Ага. И Корвус Глейв. Собственно, Ebony Maw, Cool Obsidian, Proxima Midnight и Corvus Glaive. Это вот 4 фигурки Черного Ордена. Я их хотел очень собрать и собрал. Дальше у нас идут по WandaVision. То есть вот так вот. Оказывается, даже была какая-то логика в том, чтобы их так расставить. Я расставлял, но я еще раз повторюсь, постоянно в связи с съемками меняется местоположение фигурок, потому что я что-то беру, и бывает такое, что назад не ставлю, как-то меняю их. В общем, погнали. Ванда версия Хэллоуин, такой же Vision Хэллоуин, Ванда по 50-м, Vision по 50-м, Vision по 50-м Chase и Ванда по 70-м. Вот они рядом стоят с Vision по 70-м. Даже, видите, как-то вот расставлял их так интересно. Видимо, не сильно я сюда заглядываю. Ага, Кид Локи, обычная фигурка. Скарлет Вич, то есть Ванда, опять же. Это, по-моему, фигурка по одной из последних сцен в сериале. Включим подсветочку небольшую. Пати Тор, наблюдатель. Я про них буду рассказывать в отдельном видео. Возможно, уже есть оно на канале. Тоже здесь у нас. Я просто вообще не помню, кто там спрятан. Ага, тут уже по новому Бэтмену, но это видео уже на данный момент точно есть на канале. Освальд Коблпот и Загадочник. Посмотрел я нового Бэтмена. Классный, мне понравился. И уже прикупил эксклюзив, про который я говорил в том видео. В обзоре на всю серию. Самый низ. Здесь снова Тони Старк и Морган Старк. Дабл пак, только с другой наклейкой. То есть Pop in a Box. А здесь у нас Special Edition. Так, кривоватенько стоят. Я забыл про них совсем. Это же Билли и Томми. Точно, по WandaVision. Такой вот дабл пак. А здесь у нас за ним спряталась Дейнерис Таргариен. И коробка, это не коллектор корпус, это коробка посвящена бесплатному дню комиксов. И в ней Локи. Ну, видите, радужный мост, все дела. В ней фигурка Локи. Так, Гильгамешек у нас идет. Glove Chase. И коробка по сериалу «Что если?». Классная коробка. Вот ее я покажу. Локи как-то нету особо желания доставать. Ну, потому что чекайте обзоры. И все увидите. А вот эту коробку я, пожалуй, покажу. Так. Здесь потому что The Collector и Черная вдова. Постапокалиптическая Черная вдова. Такие вот две фигурки. Коробки, кстати, такие я тоже две покупал. Одну продал со всем содержимым, кроме The Collector. Оставил себе вторую фигурку, дубль The Collector. И мы переходим к последнему отсеку стеллажей. Здесь расположились Фредди Фанка, Франкен Фредди, Баскетбол Фредди, Скейтер Фредди, Зимний солдат по гражданской войне, СМЕ, или СМЕ, наверное, из, не помню, как мультфильм называется, в общем, неважно, по-моему, Пиноккио. Диснеевская фигурка, самое главное. Люблю диснеевские фигурки. Брюс Ли Special Edition, золотой. За ними у нас это просто обычные коробочки с изображением Фредди Фанка. Это было наполнение протекторов. Я приобретал два вот таких протектора из твердого пластика, и там было вот наполнение такое в виде вот этих коробочек. Ладно, раз уж сказал, давайте покажу. Просто, ну, видите, здесь нету никаких вообще окошек. Это просто такой муляж получается. Точно, вспомнил слово, муляж коробки. Так, Джек Спарроу, он же Джек Воробей,
точнее капитан Джек Воробей, Оптимус Прайм, которого я модернизировал, Ниган по ходячим мертвецам, Black Light Demogorgon, Конг из фильма «Конг против Годзиллы». Да? Годзилла против Конга. В общем, не суть важно. Еще один баскетбол Фредди. То есть дубль вот такой фигурки. Так, здесь у нас полочка со всякими знаменитостями. Элтон Джон, под ним идет Тупак Шакур, Eazy-E из группы NBA, ну это рэпер, если быть точнее. Принцесса Диана, Чейз-версия в красном платье, обычно, вот видите, идет в черном. Винсент Ван Гог, Леброн Джеймс, Элтон Джон, это вторая фигурка из этой серии, видите, номер 62, здесь 63. Рестлер, Рейзер Рамон, Майкл Джордан в форме колледжа, ну, за которого он играл, Северная Каролина. The Rock, Скала, Дуэйн Джонсон, он же тоже был рестлером до того, как стал успешным актером, так что вот вам примечательный факт, если вдруг вы не знали. Авраам Линкольн и Майкл Джордан в форме Чикаго Буллс. За ними спрятались. И здесь целая солянка. Вармик, это у нас Звездные войны. Свагхаммер, его я уже показывал, купил еще одного дублем. Ну, почему бы и нет. Аид, еще один персонаж из Звездных войн. Причем это Rogue One, Изгой 1. Кассиан, капитан Кассиан, тоже из Изгоя 1. Это мне сделать побольше окошко. Ага, это Биг Пиг, медведь из фильма «Судная ночь». Мне больше, ну, и сам фильм мне импонирует, и понравились фигурки по этому фильму. Я собрал всю коллекцию, и еще вы увидите их где-то дальше. Так что смотрим. Дэвид, это андроид, он, по-моему, был, по фильму «Чужой». Майор, очень интересный диснеевский персонаж. Это из фильма, точнее, мультфильма «Кошмары перед Рождеством», по-моему. Так называется. В общем, я надеюсь, вам будет что написать сегодня в комментариях, потому что, ну, это вау-видео. Лично для меня, наверное, самое большое и масштабное, которое я, в принципе, снимал и показывал. Поэтому пишите, конечно же, поправляйте меня, если я где-то не прав. Пишите свое мнение о фигурках, обо мне, если вдруг считаете, что я свихнулся, собрав такую коллекцию. В общем, пишите, пообщаемся. Дэниелс, опять же по чужому. Дилопозаурус, ну, динозавр, короче. Это, по-моему, Чейз-версия. Чейз-версия, и она сейчас выросла в цене, потому что выходит новый парк юрского периода, уже презентовали фигурки буквально на днях, так что старые будут расти. Ричард, Саша и, наверное, еще Юджин. Да, и Юджин, троица. Я их покупал очень много, потому что они были по смешной цене. Мне нравятся ходячие, я накупил даже не дубли уже, а, по-моему, по 3 фигурки каждого у меня есть в коллекции. Ой, не знаю, что я буду с ними делать. Подарю, возможно, разыграю, почему бы и нет. Валериан. Буквально недавно смотрел этот фильм. Валериан и Тайна тысячи планет. Или просто, почему мне постоянно хочется добавить Тайна? Просто 1000 планет. Доган Дагус. Тоже персонаж из Валериана. И Арун Филит. Еще один персонаж из фильма «Валериан». Так, прежде чем приступать дальше к просмотру, покажу вам сразу, уже, конечно, показывал, большая 50-сантиметровая фигурка Железного Человека. Просто она у меня лежит, она меня сопровождает на съемках, она у меня тут стоит на столе. Ее, может быть, не видно из-за вот этой доски. Тем не менее, он сопровождает меня в последнее время на каждой съемке. Я его просто подальше уберу, чтобы он не мешал, потому что мы приближаемся уже к
концовке. Точнее, к концовке стеллажа, но не к концу коллекции. Так, здесь у нас фигурки по первому игроку приготовиться. Это Эйдж, Соренто, Айрок и Сиксер. Нету Персиваля и Артемиды. Конечно, главных персонажей. Хотелось бы их приобрести. Это у нас «Бегущий по лезвию» 2049. Персонаж Волос. Просто это Джаред Лето. Крутой актер. Ну, почему бы не прикупить. Еще меня очень сильно завораживают эти глаза. По-моему, нет у меня в коллекции других фигурок с таким вот напылением на глазах. Так, поменяю руку, пусть отдохнет. И здесь у меня по Стальному Алхимику коллекция. Алекс Армстронг, Кинг Брэдли, Эдвард Элрик, Винри Рокбелл, Рой Мустанг, Альфонс Элрик и Ласт. Вот такая коллекция. О чем тут еще говорить? Очень крутые фигурки. Здесь будет опять же солянка у нас из всяких разных фигурок. Железный человек. Еще одна фигурка. 580 номер. Да, стикер Special Edition. Не PX Reviews. Тобиас Беккет. Это Хан Соло у нас. Звездные войны. Спидрейсер какой-то, не знаю, что это за персонаж, попался мне в одном из мистери-боксов с Amazon. Какой-то, видимо, гонщик американский. А, нет, это анимейшн, значит, он из мультфильма. Короче, в любом случае, я не знаю. Hello Kitty, Дэвид Левинсон, это «Война с инопланетянами». А, нет, это «День независимости», точно. Сандер из Баффи, Чейз-версия. Опять же, его много дублей у меня в коллекции. Вот они и пошли, кстати. T-Boss из группы TLC. Зэп, это из мультсериала «Звездных войн». Харли Квинн, два Ксандера, они оба чейзовские. Дэдпул-Веном. Совместная такая фигурка, наполовину Дэдпул, наполовину Веном. Эксклюзивная тоже, кстати. Опять же T-Boss. Эти фигурки мне попадались, ну и как большинство фигурок на этой конкретно полке, мне попались они в мистери-боксе с Amazon. Left Eye и T-Boss. Обе с TLC. Наверху Гомес Адамс из семейки Адамс и Evil Knievel. Это уже какой-то, судя по всему, гонщик, то есть это реальный человек. Потому что серия Icons, иконы типа, ну, знаменитости и так далее. Расставить обратно фигурки и переходим дальше. Здесь также сборная солянка, ну, относительно, то есть это все фигурки по Star Trek, новое поколение, или нет, не новое, следующее поколение, то есть Next Generation. Star Trek, следующее поколение. Клингон, Диана Трой, Джорди Лафордж, Дата и Уилл Рикер. Тоже редкие фигурки, довольно-таки старые. И опять же хотелось бы найти капитана Пикарда. То есть это мем, типа, который породил... Точнее, это персонаж, который породил мем Facepalm. И Ромео Чейз. Из фильма «Ромео плюс Джульетта». Чуть подуберем. Здесь у меня все по ходу по ходячим, кроме одной фигурки. Ричард, опять же, Глен, Хершель, Саша, Юджин, опять же, Карл. Причем две версии. Карл Граймс, это уже постарше, он Карл маленький. И Civil Warrior, это типа Капитан Америка, гейм-версия. Тоже фигурку эту мне подарил подписчик. Вместе с Флэшем. Так, расставляю как попало, потому что довольно-таки энергозатратное это дело, делать обзор на всю коллекцию. Но здесь уже попроще. Здесь у меня большие 25-сантиметровые фигурки. Аришем по вечным. Так, Волан-де-Морт по Гарри Поттеру, конечно же. И Бэтмен. Новый Бэтмен. Примечательно, что вот эти две фигурки, у них одинаковые коробки, в то время как по Бэтмену, вот так, наверное, лучше видно, она немножко выше, ну прям
на полсантиметра, наверное, и значительно уже, чем у стандартных 25-сантиметровых фигурок коробка. Ага, по ширине она не отличается, по ширине она точно такая же. Ладно, здесь у меня фигурки все по Бэтмену, я их так кучкой составил друг к другу. Как бы достать? Угу. Да, такое тоже бывает. Улетела Селина. Селина Кайл, она же Женщина-кошка. Стандартный Бэтмен. Здесь опять же Селина Кайл, только Чейз-версия. И Освальд Коблпот, тоже Чейз-версия. Сильно их показывать не буду, потому что ну, совсем недавно вышел обзор. Так, откатываясь чуть назад, здесь у меня стоит кучка, можно так назвать. Это, конечно же, фейки по Бравл Старс. Нафиг. Рэй, Star Wars, Воблерс фигурка, Воблерс, не знаю, в общем, как правильно. Короче, такая вот фигурка. И пошли коробки. Infinity Saga, Collector Corps, X-Men, Collector Corps. Еще одна Infinity Saga, только они, конечно, отличаются между собой. Как? Найдите у меня плейлист Collector Corps, там все о коробках. То есть обзор на все эти коробки есть. Здесь в такой пене спрятан у нас железный человек, железная фигурка. И еще одна железная фигурка, даже зачем-то резиночкой так сделано. Это, по-моему, первая железная фигурка. Да, первая железная фигурка в принципе и в моей коллекции в частности. Капитан Америка. И здесь притаился вот такой крутой, на мой взгляд, даблпак. Тем не менее, он не такой уж распространенный на самом деле. Даблпаки вообще редко покупают. Как-нибудь я в видео пофилософствую на эту тему. Точнее, в целом на тему того, что выгоднее и так далее и тому подобное. Хотя фанка это больше не про выгоду, потому что их крайне трудно продавать. Опять же, я об этом рассуждал в подкасте. Найдите на канале, не пожалеете. Я там на многие вопросы по поводу фанка отвечал. Да, красиво кинул, но надо возвращать все на место, чтобы не было бардака. В принципе, весь стеллаж я показал. Сейчас покажу еще фигурки, которые у меня просто в коробках. Так, вроде все расставил. Вот такая вот здоровенная коробка от того же Че, которого я показывал. Занимает очень много места. Здесь у нас фигурки, которые я хотел выставить на продажу. Пока что это считается, что они как бы в моей коллекции. Поэтому покажу их в этом видео. А так я, конечно же, их продаю. Джейсон Вурхис. Это фейк. Да, здесь фейки, получается. Вот эта верхняя часть точно. Джейсон Вурхис, Пеннивайз, Трамп и Джек Воробей. Все это фейки. Здесь у меня идут также дубли по Стартреку. Уилл Рикер, Клингон. Вот я их только что буквально показывал. Сильванос. Точнее, я сказал, что я продаю, но, скорее всего, я их все разыграю. Абсолютно все. Ну, кроме реплик, потому что, ну, реплики как-то не солидно разыгрывать, честно говоря. Это уж совсем too much, как говорится. Леброн Джеймс. Такой у меня есть. Это он? Нет, это не он. Ну, в общем, такой у меня есть. Такой еще один у меня есть. Поэтому его тоже разыграю. Разыграю покемона Желтеона. Вот он. Так, как бы это все запихать еще. Покемон Желтеон — это реплика, прям такая жесткая реплика Йеннифер. Здесь мы видим персонажа из «Тупой еще тупее». Это Гарри. Потом тоже из фильма персонаж какой-то, не помню, как, по-моему, «Войны» называется. «Грязные танцы», Бэби из «Грязных танцев». «Король ночи» из «Игры престолов». Не прошло, наверное, и получаса, чтобы мы не увидели Железного человека 580.
Ну, я говорю, я накупил несколько штук в коллекцию. Это какой-то персонаж, не знаю, из шоу типа Телепузиков. Давным-давно выпускался. Точнее, давным-давно выпускалось это шоу. Свон из тех же воинов и Ллойд из «Тупой еще тупее». Тяжеленная коробка. Точнее, контейнер. И еще один контейнер, опять же, на продажу. Здесь много фигурок, которые попались мне в мистери-боксе. Например, Могату. Раз, два, три. 3 фигурки. Одна из них простая, 2 чейз. Потом персонаж из сериала «Черное зеркало». Это у нас Лиана Мармонт. И да, я уже вот так по головам могу практически все фигурки угадать. Это у нас по Umbrella 11. Нет, не 11. 5. 5 по Umbrella. Это у нас по сериалу «Игра престолов» ходячий. Это по сериалу «Друзья». Не помню, как его зовут. «История игрушек 4». Дюк Кабум, по-моему. И Ваня. Ваня есть простая, есть чейз. Короче, все будет разыграно. Вот Ваня, Пеннивайз, Робин. Робинов таких 3 штуки. Одного оставлю себе в коллекции, 2 разыграю. Уже, кстати, идет розыгрыш. Скорее всего, уже даже прошел этот розыгрыш у меня в Инстаграм. Да, вот они, красавчики. И скоро уедут победителям. Пеннивайз, Ваня. Всяких Вань предостаточно. В основном они идут все чейз, ну, Вани я имею в виду, за исключением одной. Тем не менее, будут разыграны все. И последний из того, что есть в офисе, но эта распаковка будет еще впереди, это 6 Funko Sot по черепашкам ниндзя. Blacklight версия идет вот в таком крутом ланчбоксе. Их я точно показывать не буду, потому что под них есть отдельное видео. По-моему, я показал все фигурки, которые у меня есть в офисе. И переходим ко мне домой, где я покажу остаток коллекции. Ну что ж, продолжаю снимать вторую часть обзора на свою коллекцию, на всю свою коллекцию. Для вас прошла всего лишь секунда, для меня примерно неделя. Звук здесь немножко может отличаться, потому что помещение другое. Ну и, как я говорил ранее, это съемка из дома. Как оказалось, у меня достаточно много фигурок дома. Хотя я почему-то думал, что увез их все в офис. Тем не менее, это к лучшему. Будет что показать, поэтому продолжаем. Да, кстати, все как в старые добрые времена, как раньше я снимал обзоры, расставил фигурки по периметру, сделал такой фон, так скажем, стол. Если вы помните, тоже перетерпел множество модификаций. Ну, в том плане, что он таким и оставался. Просто я его застилал разноцветной бумагой. Ну, в общем, искал, так сказать, лучший вариант для съемок. И сразу начинаем, наверное, слева направо. Это Гарри Поттер Делюкс фигурки. У меня есть отдельный обзор, конечно же, еще раз, в очередной раз повторюсь, есть на них отдельный обзор новогодний. Это Гарри Поттер с камином и с письмами, и Гарри Поттер с тележкой, с совой. А сверху над ними в такой немножко помятой коробочке идет ходок, белый ходок на лошади из «Игры престолов». И сразу же смотрим большие фигурки. Это великаны. Ну, получается, уже ходячий великан, то есть обращенный. Ну, кто смотрел сериал, тот знает, в общем. Опять же, эксклюзив. Дальше эксклюзив. Большие драконы Визерион, Рейгаль, Дроган, эксклюзив для Hot Topic. И Вун-Вун. Тоже великан, то есть 3 великана и 3 дракона. Здесь у нас идет делюкс версия Avengers Assemble, ну, Мстители в сборе, знаменитая сцена из фильма Мстители 2012 года. Это у нас получается Хавкей, Соколиный глаз, Капитан Америка, Черная вдова, Тор, ЖЧ и Халк.
Довольно-таки дорого они сейчас стоят. Также я планировал собирать диораму по шаверме, шаварма тайм. Но почему-то она мне не понравилась. Как-то простенько она выглядит. А вот эта диорама выглядит эпично. Не все фигурки влезли у меня на стену. Ну, то есть они и так, получается, 1, 2, 3, 4 в 4 ряда. Поэтому, да, и не все влезли на стол. То есть эту часть я буду менять, чтобы показывать, ну, всю коллекцию. Поехали. Добби по Гарри Поттеру, сам Гарри Поттер, Волан-де-Морт, Рита Скитер, очередной эксклюзив, Джокер Чейз. Причем такого Джокера я показывал, но я его прикупил, потому что одного у меня купили, захотели купить. И я восполнил дубль в свою коллекцию. Возможно, тоже буду его продавать. Смотрите, какая цена. Довольно-таки хорошая. 449 гривен. Нимфодора Тонкс. Очень хорошо на нее подросла цена сейчас. Не помню, кто же был у нее с точно такой же наклеечкой. Кто-то еще был по Гарри Поттеру. В общем, наверняка я уже... А, нет, весь Гарри Поттер у меня дома, поэтому еще увидим. Так, Гермиона Грейнджер, Доктор Стрэндж. Еще один. Причем с ним вышла довольно-таки тоже интересная история. Если в 2 словах, то я заказал одного Доктора Стрэнджа и забыл про то, что его заказал. Потом увидел у другого продавца и заказал второго Доктора Стрэнджа. Ну и получилось так, что они мне оба пришли. Я не отказывался от заказа. Ну, раз уже сделал, как бы, это мои проблемы. Теперь буду думать, что с ним делать. Разыгрывать, продавать... Что-то решу. Майкл Джордан. Опять же, я уже показывал точно такую же фигурку. Она у меня в офисе. Это дубль. Мэгги по Walking Dead. По ходячим мертвецам. Новая серия. Не помню. По-моему, тоже есть она в каком-то из видео. Просто я показывал, что ее приобрел. Дементор и Кэрол. Да, Дементор по Гарри Поттеру. Кэрол также по ходячим мертвецам. Тоже новинка. Ну, это видно по... дну коробки и в целом по дизайну. Сейчас Фанка клепает свой логотип вот сюда, в левый верхний угол. Здесь, кстати, у меня дубль Железного Человека. Такой тоже делюкс фигурки. Снова 580-й Железный Человек. Дубль Локи с Тессерактом. Дубль Вижена. То есть у меня дома в основном дубли как бы. Гарри Поттер. Это не дубль. Коксворт. Новая фигурка, очень классная, мне нравится Дисней. Мы еще посмотрим сейчас по Диснею фигурки, они у меня дома все. И вот заказал такого Коксворта. И вот такая же фигурка, только Чейз-версия. Ага. Едем дальше. Брюс Уэйн. Это Бэтмен без маски, я его очень хотел. Надеюсь, вы посмотрели обзор на всю серию по Бэтмену. По фигуркам Бэтмена. Леонардо. Это тоже дубль у меня по черепашкам. По старым черепашкам. Дальше ходячие мертвецы. Альфа, Рик Граймс, Карл Граймс, Хершел Грин. По-моему, я уже показывал. Сашу точно показывал. Ниган. Такая эксклюзивная фигурка. Черно-белая. Мишон. Сверху у нас Сибил. Это из Гарри Поттера. Коксворта показывал только что. Зуу по фантастическим тварям. Преступление Гриндевальда. Луна Лавгуд по Гарри Поттеру. Возвращаемся к ходячим. Это Гэбриэль. Ричарда показывал. И вот этот непонятный персонаж из какого-то американского сериала. Он мне достался в мистическом боксе от Поп Кульчи. Пес. Также из ходячих. Ниган. Это дубль вот этой фигурки. Мишон, другая уже версия. Юджин, опять же дубль, по-моему, уже 3-й экземпляр. Люмьер, классный Люмьер, это в пару к Коксворду. Тоже перевыпуск. Да, это посвящено 30-летию оригинального мультфильма от Дисней. Дэрил Диксон по ходячим. И Карл Граймс, только уже другая фигурка. Здесь в углу офигенная перчатка бесконечности. По войне бесконечности, конечно же. Еще оригинальная, то есть не ту, которую сделал Тони Старк. Потом вот такой бокс. Очень классный. Я его продавал, но почему-то никому он не нужен. Здесь идет внутри футболка и Дастин.
Это, конечно же, очень странные дела. Опять же, замотанный в пищевую пленку у меня Ghost Rider. Ну, просто, чтобы так сохранить. Это дубль, да, очередной дубль. Коробочка по Looney Tunes Сильвестр и Твитти, фигурки флокированные, и к ним в комплекте идет футболка. Адвент-календарь. Я его распаковывал. Здесь у нас 13 злодеев, так скажем. Битлджус, Джек Торренс из «Сияния». Там мы видим Пеннивайза, Джейсона Вурхиса. В общем, 13 крутых злодеев. Даже не злодеев, а просто персонажей из таких фильмов ужасов. Это у меня пришло вот в таком виде. Тоже футболочка и такой Pocket Bugs Bunny. То есть карманный Bugs Bunny. Это не брелок. У него нету сверху колечка, а вот просто такой вот маленький-маленький Bugs Bunny. Причем он наглухо запаян вот в эту штуку, то есть его не достать, не показать. Надо разрезать ее именно. Эксклюзив для Walmart. Ну, футболку я показывал. Футболки у Funko, конечно, очень крутые, поэтому у меня так много комплектов фигурок с футболками. Выгрузил на стол такую солянку из фигурок, обломков. В общем, сейчас расскажу. Это у нас Ниган. Он точно такой же, как эксклюзивный, но имеет окрас. Вот, поставим их вместе. Это очень классный набор из 3 фигурок. У меня даже есть отдельный ролик, настолько я им восхищен. Он в отличнейшем состоянии и очень старый. Ну, для Funko это прям раритет. Так, аккуратненько поставим. Здесь вы, конечно же, уже увидели Карнажа. Это самая дорогая фигурка в моей коллекции. Ну, точнее, она постоянно соревнуется с Йеннифер. Еще один The Collector. Как я говорил ранее, я покупал 2 коробки по что если. Одну из них продал, а The Collector вот себе оставил. Так, брелочек. Брелочек Стар-Лорда. Ну, это же тоже Funko, поэтому показываю вообще все. Включая и игру Funkoverse. По Marvel. Здесь Кэп, Черная Вдова, ЖЧ, Черная Пантера. Есть еще Чейз-версия. По-моему, там они глянцевые какие-то. Ну, в общем, не помню, если честно, чем отличается Чейз-версия от обычной. Здесь у нас спрятался, я знаю, какая фигурка здесь спряталась. Это Лео, которую я выиграл на eBay. Знак Зодиака. Фредди Фанко, Знак Зодиака. Здесь у нас 2 фигурки. Это Конан О'Брайен. Коробка вся убитая. Ну и в целом я так типа отношусь. Вот так вот просто мну там туда-сюда. В общем, она мне не нужна. Я ее пытался продать, но Конан О'Брайен у нас не такой востребованный. Эта фигурка мне пришла в мистери боксе с Amazon с остальными, у которых были повреждены коробки. Так что пусть лежит. Это фейк-фигурка. Я недавно выкладывал видео, как я распиливал ее. Ну и здесь невооруженным взглядом видно, что это фейк. Так, здесь у нас валяется Хершел. Это вот такая же фигурка. Только, по-моему, это фейк. Не знаю, я, конечно, могу ошибаться. Как бы сильных таких прям сильно выраженных признаков фейка нету. Тем не менее, я решил сделать кастом. Но, как говорится, ломать не строить. Разобрать я разобрал, а вот собрать уже больше года ее не могу. Нету времени. Кастом с отрубленной головой. Тоже есть такая фигурка Хершела. Она эксклюзивная, дорого стоит. Я решил вот из фейка, так скажем, сделать кастомную фигурку. Надеюсь, как-нибудь дойдут у меня руки до этого. Это Мелисандра. Она хранится отдельно от коробки. Тоже затевал проект, хотел восстановить ее коробку. Она такая, видите, прям очень сильно помятая. Выровнять выровнял, и на этом все. Опять же забил. Очередной наборчик футболка плюс фигурка. Это у нас «Назад в будущее». Эксклюзив, если я не ошибаюсь, для Walmart. Так, здесь у нас еще Хавкей. Это дубль. Коробка немножко повреждена. Вот здесь вмятинка. Сейчас фокусируется. Вот, вмятинка. И я решил заказать нормальную коробку. Вот со второй попытки мне пришел Хавкей и Тор помятыми. Я заказал еще таких же, только уже целых. Тор продался.
Хавкей остался. Вот, кстати, доказывает то, что это дубль, чтобы не говорили, что я привез фигурки обратно с офиса домой и выставляю, что вот так вот, смотрите, у меня их много. На самом деле, реально, у меня очень много дублей. Переходим к моему любимому Диснея. И пойдем по порядку. Черный плащ. Немножко коробочка выцвевшая. У меня, кстати, все фигурки по Диснею хранятся в защитных протекторах. Ну, потому что они старенькие и мною любимые. Черный плащ. Еще раз повторяюсь, коробочка чуть-чуть выцвевшая. Тем не менее, классная фигурка. Леонардо. Это дубль, опять же. Карл из «Гадкий я 2». Миньоны. Ну, если вдруг вы не догадались, хотя сложно их не узнать. Дэйв. Карл и Дэйв. Это у нас мышата из мультика «Рататуй», Эмиль и Реми. Ну и не хватает, собственно, еще одной фигурки. Это Альфреда. Тогда будет полный сет. Шреддер. Очень классная фигурка. И вы не представляете, как я жалею, что купил всего 2 экземпляра вместо 3. То есть была еще одна фигурка, но я такой думаю, ой, блин, 3 будет перебор. Возьму 2. Поэтому очень сильно жалею. Классная была цена на них. Они сейчас выросли по сравнению с тем, что я покупал, по-моему, раз в 5. Скрудж Макдак, тоже классная фигурка. Очень мне нравятся и утиные истории. Ну, ностальжи, в общем. Астерикс из мультфильма «Астерикс и Обеликс». Не хватает мне Обеликса. Редкие фигурки. Их даже на eBay практически не найти в таком вот идеальном состоянии. А если и найти, то цена будет просто космос. У меня, кстати, есть вот дубль Астерикса. На всякий случай. Это у нас Ворчун. Один из гномов по Белоснежке. Шреддер. Шреддер также дубль. Ну вот я и говорю, что покупал вот эти 2 и мог купить еще 3, но почему-то постеснялся. Сейчас будет полный трэш. Люмьер. Люмьер. Люмьер, Люмьер. Если этого недостаточно, погнали. Еще один Люмьер. Так, я не вижу из-за камеры. И Коксфорд, 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 Коксфорд. То есть получается, что по 5 фигурок Люмьера и Коксфорда. У продавца были очень большие глаза. Он даже сделал снимок. Возможно, каким-то чудом, если он будет смотреть это видео, он вспомнит. Потому что он даже сделал снимок того, что я покупаю, потому что, говорит, коллеги не поверят. Ну, в общем, для чего-то сделал снимок. Просто фигурок, не меня. Осел из Шрека. Донкей. Опять же, у меня есть дубль. 2 осла. И есть у меня Шрек. Не хватает только кота в сапогах. Шрек тоже сейчас очень вырос в цене. В районе 80, по-моему, долларов он стоит. Просто я подписан в Инстаграме на Pop Price Guide. И они периодически выкладывают фигурки, которые получили резкий скачок в цене. Точнее, которые резко скакнули в цене. Вот, они их выкладывают. И я увидел, что Шрек, думаю, у меня есть он в коллекции. Правда, в единственном экземпляре. Тем не менее, осла 2, Шрек 1. И не хватает кота. Так, здесь у нас еще Хэппи, тоже гном из Белоснежки. Думаю, собрать их всех. Точнее, надеюсь собрать их всех. Вот так выглядит вся серия. Очень классная фигурка, тоже достаточно редкая. Это Брейн из мультсериала Пинки и Брейн. Также очень хочу найти Пинки. Что ж, забыл про Робина Гуда. Лисенок Робин Гуд. Здесь тоже принца Джона надо. Вот этого тигра. Кто это? Тигр. Ну, вряд ли лев. В общем, в короне. И змею. Сир Хис. Еще докупить 2 фигурки. Докупить где-то, найти. Надеюсь, по хорошей цене. Потому что эти все я покупал по очень классным ценам. Если вы посмотрите, сколько они стоят сейчас на Pop Price Guide, делите на 3. Смело делите на 3. И это будет минимум той цены, за которую я покупал эти фигурки. Ну, в смысле, каждую по отдельности. Еще в моей коллекции есть, вы ранее видели уже 25-сантиметровые фигурки, но это не все. Майкл Джордан в форме Chicago Bulls и Леброн Джеймс в форме Lakers. Они как раз таки у меня дома находятся. Очень классные фигурки. Прям
супер. Тем более, раз мне нравится баскетбол, лучше просто не придумать в коллекции. Я быстро переключаюсь, потому что места мало, делаю паузы. Это не так круто, как в офисе, что просто водил камерой и показывал фигурки. Но, тем не менее, я обещал, и я показываю всю коллекцию. Здесь у нас 4 фигурки серии Rides. Это, конечно же, наездники на драконах. Дейенерис, как раз таки, когда она спалила Королевскую гавань. Дейенерис, когда ее забрал Дроган от сынов Гарпии. Потом Король Ночи на Визерионе, уже когда он его поглотил, так скажем. Фигурка имеет стикер Glow in the Dark, но светится она, откровенно говоря, очень плохо. То есть светятся только глаза, по-моему, у Визериона, у дракона, и глаза у Короля Ночи. Это прям мелочь для такой огромной масштабной фигурки. И Джон Сноу на Рейгале. Мне нравится сериал «Игра престолов», поэтому у меня так много экземпляров. Плюс ко всему, один человек продавал на сайте объявления всю свою коллекцию, и многие экземпляры вот мне понравились, я выкупал прям пачками. То есть вот эти большие фигурки за раз, по-моему, я выкупил, и драконов. Не помню, только за раз я вместе с ними выкупал или в несколько подходов. Ну, в общем, все у него покупал. Ну а сейчас у поклонников Star Wars должен заиграть имперский марш где-то глубоко в душе, потому что будет достаточно много Звездных войн. Поехали. Начнем сначала с Гарри Поттера. Они как-то у меня тут перемешались. Это Драко Малфой, Белатриса Лестрейндж. Гарри Поттер, кстати, новая фигурка. Это у нас летняя конвенция 2021 года. И он гонится за ключиком. Это из первого фильма. Вышли новые фигурки по первому фильму в 2021 году. Ну, как-то так. Филч и миссис Норрис. Филч и его кошка. Тоже эксклюзив, limited edition, все дела. Крамер из Сейнфилда. Также вы по наклейке, наверное, уже успели догадаться, что от Поп Кульча. Точнее, по-моему, это для другого какого-то магазина эксклюзив. Но он побывал в магазине Поп Кульча. Это австралийский, напомню, магазин. И приехал мне в мистери боксе. Оказался, соответственно, не нужен. Потому что Сейнфилд у нас не так популярен. Я, в принципе, его не смотрел. И фигурка мне не интересна. Точно так же, как и Parks and Recreation. Тоже эта фигурка не особо нужна мне. Минерва МакГонагал, она даже здесь у нас еще с наклеечкой. Я не успел отклеить. 599 гривен. Покупал ее, по-моему, перед Новым годом. Рон Уизли с кричалкой. По-моему, кричалка же это называлось. Письмо, которое ему прислала мама. Ну и которое кричит. Наверное, кричалка. Оставим так. Это у нас персонаж из фильма, о котором я уже упоминал. «Судный день», по-моему, он называется. Забыл. Я же говорю, между первой и второй частью прошел очень большой промежуток времени. И много информации надо хранить в голове. Так, начинаю заговариваться. В общем, этот персонаж, у меня есть они все, повторюсь еще раз, это я точно помню, что говорил. И тогда я показывал Big Pig, вот такого мишку. А вот этих сейчас мы посмотрим на столе. У меня здесь они, по-моему, все. Флёр де ла Кур. Вот, кстати, этот стикер, о котором я говорил. Что такое я уже видел у кого-то. Такой же стикер, по-моему, такой же стикер у Нимфодоры Тонкс. Мандалорец, Энфис Нест, это из «Звездные войны» Хан Соло. Канон из мультсериала по «Звездным войнам». Тоже фигурка почему-то сильно выросла в цене. Бейз Мальбус, надеюсь, правильно назвал. «Звездные войны. Изгой 1». Йода, классический Йода. Вот, опять же, возвращаясь к этим фигуркам. Персонажи очень крутые, довольно-таки необычные. Они там все в масках, получается. И сразу, чтобы не забыть, достаю еще одну. Бетси Росс. Тоже, видите, такая вот в маске девочка с ножом. С ножом, который в крови. Такой фильм. Сириус Блейк. Очень классная фигурка. И жалею, что не купил коробку в виде вагона Хогвартс Экспресс. По-моему, в виде вагона она была. Или автобуса. Не помню. Нет, скорее всего, в виде автобуса, полуночного автобуса.
Вот. Там была фигурка такая Сириуса Блэка, только чейз-версия. Просто она вот черно-белая была. Хотя и это, конечно, не блещет цветами, но та тоже классная фигурка. Джин Эрзо. И мы видим наклейку Smuggler's Bounty. То есть это из аналога Collector Corps, только для Звездных войн. Ну, из коробки, то есть. Она мне досталась в Mystery Box'е. Да, досталась в Mystery Box'е, эксклюзив. Есть также обычная Джин Эрзо, но это, по-моему, не та фигурка, с которой надо сравнивать. Странно, мне казалось, что у меня есть вот такая же, тоже 148-я. Newt Scamander, опять же из фантастических тварей. Почему говорю опять же? Потому что здесь я уже показывал Зуу. Порк из Звездных войн, Люк Скайуокер, Кира из Хана Соло, Роуз. Эксклюзив, но это, пожалуй, самый дешевый эксклюзив, который можно в себе представить. То есть от этой наклеечки вообще нет никакого толка. Очень классный император Палпатин. Он так устрашающе выглядит, и его я уже показывал в обзоре, так что можно посмотреть про Звездные войны у меня, конечно же, на канале, и как он выглядит. Без коробки, я имею в виду. Джин Эрзо. Галин Эрзо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас BB-8. Мандалорец, только уже другой. Этот держит просто в стороне пушку. Этот в руках. В общем, мандалорцев тоже можно хейтить, потому что их наклепали, как и Грогу, ну, Бэйби Йоду, как хотите называйте. Их наклепали очень много, всяких разных, но, тем не менее, для меня они все на одно лицо. Ну, как можно делать вот такие фигурки? То есть здесь так отличается, здесь так. Мелочь какая-то, реально. Да, у него, можете меня поругать, сказать, что у него там шлем такой, здесь ржавчина, здесь нет. Тем не менее, для меня это одно и то же. L3-37. Ах, да, и возвращаясь к Мандалорцу, я их купил, да, купил одинаковых, не знаю. Раньше я покупал, ну, вы видите по моей коллекции, что покупал просто все, что нравилось. Сейчас как-то сдержаннее в своих желаниях. Ну и время такое, да и плюс ко всему хочется коллекцию иметь именно очень крутую по качеству, а не по количеству. Потому что количество вообще никакой роли не играет. Но к этому я пришел опять же спустя годы коллекционирования. L3-37 по Хану Соло. Снап Виксли. Надеюсь, правильно назвал. Очень прикольная фигурка. Жаль, что она мне, по-моему, она мне не попалась в распаковке Mystery Minis. Рио Дюрант. Забавные всякие существа из Star Wars. Вот лучше бы их клепали, чем вот по 100 мандалорцев. Ландо. Также из Хана Соло. И еще один эксклюзив, которому, по идее, должно быть стыдно, что он эксклюзив. Медицинский дроид. То есть не знаю, что в нем такого эксклюзивного. Просто его нету стандартной серии. Вот и весь эксклюзив. Чуть было не забыл целую партию фигурок. Это 9-инчевые фигурки. Парочка муви-моментов. Ну, в общем, показываю. Во-первых, 5 пак. Коробочка, то есть один набор, в котором целых 5 разных фигурок. Это у нас по Капитану Америка Гражданская война. Ну, сами видите, здесь Пантера, Агент 13, Капитан Америка, ЖЧ. Кстати, очень классная фигурка. Он с открытым шлемом. Ну, необычно. И Crossbones. Это лимитированное издание. Было выпущено в количестве 5000 экземпляров. Очень крутая фигурка, ну, в принципе, у меня большинство таких фигурок, но, тем не менее, есть те, которые я прям выделяю. Это Халк, вырывающийся из Халкбастера. Такой сцены в фильме не было, и это еще больше добавляет ей крутости. Извиняюсь за повторы. Эксклюзив для GameStop, ну и выглядит она впечатляюще. Рядышком идет обычный Халкбастер, ну, если можно назвать его обычным, это довольно-таки увесистая фигурка и большая сама по себе. Здесь у нас Танос для PX Previews эксклюзив, он стоит
на таком пьедестале из черепов. Видимо, поверженные враги его. И это обычная комиксная серия. То есть серия Marvel. Продолжается опять же моя коллекция фигурок по Игре Престолов. Это Серсея Ланнистер на железном троне. И рядом с ней верный слуга Гора, сир Грегор Клиган. Этого Халка я почему-то тоже очень хотел купить, но больше из-за перчатки, то есть, которая у него надета на руке. А так мне не особо нравятся костюмы и фигурки в целом, потому что Фанка не сильно заморачивалась. Большинство фигурок идут в одинаковых костюмах, и мне как-то это не особо нравится. Опять же, Игра Престолов. Это Дейнерис и Джорах Мармонт, как раз таки битва при Винтерфелле. И крутейший муви-момент. Тор против Таноса. Хотелось бы еще купить муви-момент Капитана Америки против Таноса, где он разжимает его руку, точнее поймал его руку и держит перчатку. Тоже шикарный муви-момент, но вот этот стоил дешевле почему-то, не знаю, хотя они оба крутые. Здесь у нас Starlight из сериала «Пацаны». Чейз-версия светится в темноте, и Eleven Чейз фигурка, тоже по очень странным делам. 449 гривен она стоила. Хорошая цена, кстати, для чейзовской фигурки. Покупал их, ну, совсем недавно. Просто вот купил в коллекцию из-за того, что они эксклюзивные. Конечно же, фигурка, которой я не перестаю гордиться, это Макс. Очень редкая фигурка. И, собственно, сам фильм, по которому она выпущена. Здесь хотя написано Books серия, но вот есть такой фильм. Называется он «Там, где обитают чудовища». И в серии две фигурки, собственно, сам Макс и Кэрол, чудовище. Вот надо будет как-то еще найти вторую фигурку. И последняя фигурка, точнее вот целый город, серия Таун. То есть в этой серии идут фигурки из здания, ну в основном Фредди Фанка и магазин Фанка. Понравилась мне эта композиция, тем более это эксклюзив. Ну и, собственно, прикупил себе в коллекцию. Ну что ж, на этом у меня все. Хочу закончить на фоне Фанка Mystery Minis. У меня их порядка 500 штук, но становится все меньше и меньше. Дело в том, что я их продаю, и все деньги, вырученные от продажи, я решил потратить на благотворительность. То есть они пойдут тем, кто в них очень нуждается. Поэтому, если хотите быть причастными, обязательно пишите мне в директ в Инстаграм или в Телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании под этим роликом. Отправка только по Украине. Поэтому такие дела. Есть очень много всяких персонажей, можно выбрать. Что ж, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, ролик получился очень большой. И много кто и давно просили меня отснять сразу одним махом всю коллекцию. Надеюсь, у меня это получилось. Не отснял еще, по-моему, целую коробку с фанко-фигурками, которые у меня, к сожалению, находятся в другом месте. То есть я не могу их показать сейчас. Но, тем не менее, решил не откладывать ради них съемку такого большого масштабного ролика. И еще раз повторюсь, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что впереди еще будет куча всякого разного контента. Я это не перестану повторять. А также вы увидите, как я буду распродавать большую часть, большую обязательно, всей своей коллекции. За этим будет кому-то грустно наблюдать, кому-то весело. Тем не менее, следите за каналом. И спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!